Всем привет! Это канал True Kitchen. В этом видео я покажу, как приготовить пиццу дома в духовке. Только не на противне, как обычно, а на вот таком пекарском камне. Используя этот камень, можно получить гораздо более крутой результат. Начнем с теста. Для начала я беру 400 грамм муки. Муку я беру не обычную, а с большим количеством белка. Примерно 12-13%. Это специальная мука для пиццы. Тесто буду сейчас делать с влажностью, то есть гидратацией, примерно 55-60%. В миску, в которой буду замешивать тесто, я добавляю холодную воду, 220 грамм. В воду добавляю дрожжи, 4 грамма. Дрожжи использую свежие. Соль, 12 грамм. Перемешиваем. Нам надо, чтобы дрожжи растворились в воде. Далее добавляем муку. Для начала примерно половину. И потом постепенно добавляем и замешиваем. Сначала замешиваю вилкой, потом руками. Если у вас есть кухонный комбайн, вы это можете все замесить в нем. При помощи крюка по времени примерно 13-15 минут, не больше. Иначе тесто будет очень тугое и потом пицца будет жесткая. Теперь замешиваю руками. Миску убираю, начинаю замешивать уже на столе. А как ты понимаешь, что уже хватит? Хватит что? Хватит замешивать когда? Ну, в данном случае это нужно делать по времени, желательно. Либо когда уже полностью впитается вся мука. Затем нужно добавить масло. С маслом продолжить вымешивать, пока не впитается масло. И на этом можно будет заканчивать. Плюс по ощущениям. Тесто должно стать гладким. Ну, в случае, допустим, если руками замешиваем, у меня тесто не всегда получается супер гладкое. Если замешиваем машиной, то оно прям гладко-гладко становится. Ну и опять же, в случае, если замешиваем машиной, тесто собирается, называется чеснок. В форме чеснока собирается вокруг крюка. И это говорит о том, что все, оно готово. Больше замешивать не стоит. Так легко это все выглядит со стороны. Да это на самом деле легко. Вопрос просто привычки. Есть еще один нюанс, почему я сейчас тесто делаю влажностью 55-60% примерно. Потому что есть закономерность определенная. Чем более влажное тесто используешь, тем выше температура должна быть в печи. То тесто, которое, допустим, используют итальянцы для изготовления пиццы, там влажность почти 80%. То есть очень много воды на одно и то же количество муки. И, соответственно, печь у них разогревается на 480-490 градусов. И пицца готовится в 60 до 90 секунд. А так как у нас печки, духовки дома могут давать температуру 260, максимум 270 градусов, именно из-за этого жидкое тесто лучше не делать, а делать более сухое, в данном случае как мое. Когда тесто уже вобрало почти всю муку, которую мы для него отвесили, постепенно начинаем добавлять масло и продолжать замешивать. Масло обычное подсолнечное, 17 грамм. О, какие звуки. Главное не добавлять масло все сразу, иначе тесто будет тяжело замешать. И в случае, если вы замешиваете тесто в комбайне, либо в тестомесе, так же самое масло стоит добавлять постепенно. Вот у нас уже как раз прошло почти 15 минут. Тесто у меня уже приобретает более гладкую форму. Оно впитало в себя уже все масло.
На этом замес мы заканчиваем. Сейчас тесто должно будет отдохнуть полчаса. Я его накрою той же миской, которой мы замешивали тесто. И все, так мы его и оставляем прямо на столе. За это время тесто у нас расслабится, станет более податливым, и после этого мы приступим уже к формированию нашей заготовки. Итак, полчаса прошло. Теперь тесто у нас стало чуть-чуть мягче. Берем весы. И теперь нам нужно разделить тесто. Если вы делаете пиццу стандартного размера, там плюс-минус 30 сантиметров в диаметре, вам стоит брать шарики 260-280 грамм. Я буду делать пиццу чуть-чуть меньше, поэтому я делаю примерно 3 шарика по 220 грамм. Отщипываю примерно таким образом шарики. Вот. И теперь обминаем каждый шарик, для того, чтобы у него была гладкая поверхность. Она и так уже, в принципе, гладкая, но сейчас будет еще лучше. Вот таким образом. Снизу чуть-чуть защипываем. И вот у нас получается вот такой вот шарик. Тесто сейчас нам нужно будет укладывать в какую-то емкость. Я использую вот такой вот пластмассовый бокс. Вы можете использовать какой-либо другой, который вам подойдет. Желательно так, чтобы вы его могли либо закрыть крышкой, либо замотать пленкой. Бокс я чуть-чуть смазываю растительным маслом, в моем случае, для того, чтобы легче было потом доставать тесто из этого бокса. И теперь размещаем в этом боксе шарики наши на равном расстоянии друг от друга. То есть один уже положил здесь, и вот два будут еще здесь. Второй также обминаем. Все то же самое. Мы создаем натяжение на шарике. Желательно, чтобы не было никаких разрывов. Для того, чтобы газ во время брожения накапливался внутри. Это, в принципе, единственное важное дело, которое сейчас нужно сделать. Вот такие красавчики получились. Так как у меня эти боксы не герметично закрываются, я еще сверху обмотаю их пленкой. Потому что если у нас тесто хотя бы чуть-чуть обсохнет, оно у нас нормально не поднимется потом. Так. И теперь сверху закрываю крышкой. И в таком виде оставляем тесто в холодильнике. В данном случае у меня холодильник работает примерно на 5 градусов. Тесто будет ферментироваться примерно 2 дня. Да, это долгий процесс, но такое количество времени позволит вашему тесту быть максимально нежным, мягким, и у него будет хороший, приятный вкус, насыщенный. Соответственно, чем дольше мы расстаиваем, тем гораздо лучший результат мы получим. Но есть определенные ограничения. То есть, чем слабее мука, тем меньше времени можно делать эту расстойку. Если у вас нет времени, и вам надо делать пиццу быстро, то есть, допустим, уже сегодня, то вы делаете все то же самое, только замешиваете тесто на теплой воде и с большим количеством дрожжей. То есть на 400 грамм муки вам понадобится примерно 10-12 грамм дрожжей. Вы замешали тесто, первые полчаса 40 минут оно у вас отдохнуло, затем вы сформировали шарики поставили в бокс, как я сделал это сейчас, и при комнатной температуре примерно 2-3 часа они должны будут у вас подняться примерно в 2 раза. И затем вы уже будете запекать. Но сразу предупреждаю, в таком случае тесто будет жестче, и оно будет на вкус обычное. То есть обычное тесто, ничего особенного. Вот, я тесто отправляю в холодильник. И у меня уже есть еще один бокс, который я уже достал предварительно из холодильника. Это тесто я делал 2 дня назад. Оно у меня уже 2 дня простояло. Я уже заранее достал его из холодильника, об этом мы сейчас поговорим. И оно у меня уже чуть-чуть прогрелось. Соответственно, то, что я сейчас сделал, отправляю в холодильник. После того, как тесто проведет в холодильнике 2 дня,
Может быть, у вас это будет чуть-чуть меньше, может быть, 1,5 дня, либо наоборот немного больше. Вы будете смотреть, оно должно увеличиться примерно в 1,5-2 раза. Когда это время пройдет, вы его достаете заранее из холодильника за 2-3 часа до запекания. Оно должно у вас прогреться до комнатной температуры, то есть должно быть такое едва-едва тепленькое. Для чего это делать? Для того, чтобы оно у вас хорошо подошло в духовке, чтобы были пышные борта и чтобы оно не было сбито. Вот. Если вы это делаете летом, соответственно, может тесто прогреться быстро, там 1,5-2 часа. Если вы это делаете в холодное время года, там 3-4 часа понадобится для того, чтобы оно хорошо прогрелось. Тесто я уже достал заранее, еще перед съемкой, оно у меня уже практически в идеальном состоянии. И еще заранее нужно прогревать духовку. И эти два процесса можно объединить. То есть вы достаете тесто и включаете духовку. Духовку нужно прогревать вместе с камнем внутри. Ставите сразу духовку на максимальную мощность, это у меня примерно 270 градусов, вместе с камнем на вот такую вот решетку. Я сейчас быстро покажу, и дальше будет прогреваться. Такие вот решетки есть почти в любой духовке. В них внутрь вставляется пекарский камень. Они по размеру плюс-минус все одинаковые. Если решетки такой нет, тогда просто в противень ставится в духовку и нагревается. Примерно тоже те же 1,5-2 часа духовка полностью вместе с камнем должна хорошо прогреться. Для того, чтобы тесто поднялось, и оно было хорошего золотистого цвета, чтобы была корочка. Вот. После того, как печка там 1,5-2 часа хорошо прогреется, здесь нужно будет поставить режим, если у вас есть такой, чтобы работал верхний тен. В данном случае у меня верхний тен это вот этот вот значок. Там на всех печках он плюс-минус одинаковый. То есть нужно будет перевести в этот режим. На этом режиме печка даст максимально высокую температуру. То есть в данном случае это 260-270 градусов. В домашней духовке больше выжать, скорее всего, не получится. Пока у вас будет прогреваться духовка и будет подогреваться тесто, стоит сделать все остальные ингредиенты, все заготовки, которые вы хотите использовать для вашей пиццы. То есть это соус нужно сделать, нужно натереть сыр и остальные ингредиенты подготовить, нарезать, чтобы уже все было готово. Потому что когда вы уже будете непосредственно работать с тестом, все нужно делать быстро, для того, чтобы тесто не прилипло к столу и не обветрилось. Я буду делать сегодня очень простую пиццу с красным соусом на томатах СС. Также буду использовать моцареллу и салями пепперони. Я взял банку томатов СС, это примерно 300-400 мл. На это количество добавляю чесночок, 2 зубчика. Подсолнечное масло, если есть нерафинированное, будет вообще шикарно. Можете оливковое использовать, где-то 2 столовые ложки, 2 щепотки соли, 4 щепотки сахара. Это чтобы кислоту гасить? Да, это для того, чтобы вкус был насыщенный. Как правило, томаты очень любят сахар. То есть любой соус, который делаешь с томатами, желательно добавлять сахар. Либо что-то сладкое, не обязательно. Так, и сюда же обязательно черный молотый перец. Обязательно. Далее все это перебиваем блендером. Но только недолго перебиваем, чуть-чуть. Что касается красного соуса, его желательно перебивать недолго, а лучше в идеальности вообще не перебивать, а перетирать соус. Почему? Потому что когда мы перебиваем соус блендером, либо каким-то другим устройством, томаты, скажем так, окисляются, насыщаются кислородом, и соус становится рыжий, светлый. И чем дольше мы будем перебивать, тем более светлый, рыжий он будет. А если вы хотите насыщенный, крутой красный цвет, желательно соус перетирать. Сейчас мне его нужно сделать быстро, и у меня нечем перетереть. Да? На данный момент инструмента такого нет. Поэтому просто слегка перебили блендером, чтобы измельчился чеснок. Сыр. Обычно на пиццу в большинстве заведений используют моцарелла разного вида. Есть мягкая рассольная и есть сухая. Я буду использовать сухую, для печки при такой температуре она идеальная. Если вы готовите в дровяной печи, желательно брать рассольную моцареллу, которая достаточно быстро тает. Просто натираю ее на терке. Еще есть такой нюанс, почему не используют моцареллу
буффало, допустим, да, ту, которую в рассоле, на пиццу, если запекаете при низкой температуре. Потому что за это время сыр успевает расплавиться и начинает разделяться на фракции уже. То есть отдельно будут там куски переваренного сыра и отдельно будет рассол. Поэтому такой сыр для домашних духовок не очень подходит. Берите всегда более сухой какой-нибудь сыр. Он хорошо переживает длительное запекание. А моцарелла буффало хороша, если вы запекаете пиццу там 60 секунд, 90 в профессиональных печках. И в качестве начинки буду использовать салями, в данном случае пепперони, наша украинская обычная. Единственное главное правило, если вы выпекаете пиццу в духовке на камне, либо если вы это делаете в дровяной печи, не ложите много начинки. Особенно сочные начинки, то есть там прям очень-очень много томатов, либо подобных продуктов. Если вы будете ложить много начинки, пицца не успеет нормально пропечься и будет слишком много воды. Именно поэтому итальянцы используют колбасы, сосиски и другие уже сухие вяленые продукты. Так, я все подготовил. Теперь рабочую поверхность нужно припылить мукой. Муку используем ту же, в которой замешивали тесто. Можем также добавить там кукурузную муку или еще какую-то, но я этот вариант не очень сильно люблю. Поэтому используем просто обычную муку пшеничную. Так, теперь наш бокс с тестом. Снимаем пленку. Вот, видели, я когда тесто катал, оно было примерно такое по размеру. Сейчас 1,5-2 раза больше. И приятно пахнет тестом, которое чуть-чуть побродило. Так, теперь его сверху притрушиваем мукой немного. Это для того, чтобы его сейчас было легче доставать. И обязательно стык там, где мы сейчас будем залазить шпателем. Так, и да, забыл сказать, вам для всего этого дела желательно иметь шпатель, либо что-то похожее на него. Ну, как правило, у тех, кто занимается выпечкой, часто такие есть. Будет гораздо проще доставать тесто. Бокс у меня, если честно, не самый удобный для этого дела, он слишком высокий. Желательно иметь чуть-чуть ниже. Тогда тесто доставать будет гораздо удобнее. Но маемо шо маемо, сейчас буду доставать так, как есть. Так, и той частью теста, которая была сверху, то есть его верхушкой, всегда нужно ложить вниз. А это должно быть наше донышко. Сверху еще припыляем мукой. И теперь осторожно пальцами формируем наше тесто. Пиццу можно делать больше похожей, допустим, на итальянскую, неаполитанскую. В таком случае мы оставляем где-то сантиметровый борт. Либо можно делать что-то ближе к Америке, когда бортика либо почти нет, либо нет вообще. Я не люблю, если честно, прям пышные-пышные бортики, поэтому я его буду делать небольшой. Таким образом. Я выдавливаю сначала газ из середины к краю нашего теста. Тесто у меня не слишком жидкое, как я говорил, поэтому работать с ним могу достаточно легко. Никаких трудностей нет. Немножко его раскатываю. Все, как я уже сказал, у меня вес был примерно 220 грамм, поэтому я делаю не 30 сантиметров, а чуть-чуть меньше. Теперь немножко струсим лишнюю муку. Теперь смазываем нашим соусом поверхность пиццы. Ну, примерно 2-3 столовые ложки, больше не надо. Сверху моцарелку, примерно 100-150 грамм, больше не нужно, если вы еще какую-то начинку будете использовать. И наши колбаски. И теперь для того, чтобы нашу пиццу снять со стола и посадить на камень в духовке, нужно использовать вот такую лопату. В магазине она максимально простая, дешевая и
она выполняет непосредственно свой функционал. И я пытался пробовать в домашних условиях заменить лопату чем-то другим. Это было достаточно сложно, поэтому пришлось все-таки покупать лопату. Смотрите, как вы хотите. Можете попробовать использовать что-то другое. Цель какая? Нам нужно сейчас в одно-два движения быстренько снять пиццу со стола и поставить ее в духовку. Делать это таким образом. Подставляете лопату максимально близко к пицце и затем, как я уже сказал, в одно-два движения вы резко поддеваете лопату под тесто. Вот примерно вот так. Теперь, после того, как уже пицца на нашей лопате, открываем духовку и быстренько отсаживаем ее на наш камень. И закрываем. Далее она здесь будет запекаться примерно максимум до 3-4 минут. Это максимум. Вы увидите, сейчас начнет подниматься тесто и потихонечку начнет приобретать цвет. Вот уже видно, тесто начинает подниматься. Значит, мы сделали все правильно. Примерно 4 минуты у нас прошли. Как видите, у нас краешек уже подпекся. И достаем. Ориентируйтесь по цвету как самого бортика, так и по цвету низа. Он тоже у нас поджаренный. Пицца у нас готова. Я ее уже порезал, она чуть-чуть остыла, потому что сразу ее с печи есть невозможно, она очень горячая. Ну, собственно, вот такая получилась. Хрустящая. Это нечто. Попробуем? И еще раз попробуем. Это объедение. Это, конечно, не неаполитанская пицца с пышными бортами в дровяной печи, но для домашней духовки это отличный результат. Также большое преимущество выпечки пиццы на камне то, что вы можете испечь несколько пиц подряд. То есть вы одну испекли, 5 минут прогревается заново камень, в это время вы формируете новую пиццу и запекаете следующую. То есть если вы отдыхаете с друзьями и вам нужно сделать много пиц, данный вариант вам идеально подходит. Друзья, ну на этом все. Спасибо всем тем, кто досмотрел до этого момента. Пишите внизу комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Дальше только интереснее. Наконец-то конец видео. Моя пицца.